Всем привет, меня зовут Цырин Евгений. Сегодня мы напишем еще один натюрморт в такой этюдной стилистике. У нас лист тонированного картона 30 на 40 где-то. Он уже грунтованный акриловым лаком и имеет такую приятную охристо-сиенистую подкладку. Вот, и начнем, как обычно, с рисунка. Намечаем композицию сразу кистью, размечаем лист, раскидываем какие-то основные пропорции, ищем закономерности и пытаемся красиво разместить предметы в листе. Довольно динамичная композиция получается, то есть у нас есть вот этот блестящий предмет, какой-то кофейник, еще что-то такое на него похожее. Он у нас одной стороной, скажем, правой попадает приблизительно на центр, другой сдвигается, и в противовес ему в правую сторону выдвигается вот это блюдо, на котором уложены фрукты. Вот здесь у нас также по диагонали выстраивается нож и желтый какой-то фрукт на голубом фоне. В общем, по цвету это довольно красиво смотрится, интересное цветовое сочетание. Также надо смотреть линии стола, чтобы они у вас, скажем, не попадали на середину, потому что это всегда не очень хорошо, когда у нас что-то попадает на среднюю линию. То есть от таких моментов лучше сразу же уходить. Ну и когда вы пишете большую композицию, которая состоит из множества предметов, то есть все равно мы все это вписываем в какую-то... То есть все предметы мы рассматриваем как цельную форму. То есть можно было бы вот изначально это все обобщить, скажем, до ну вот какой-то такой структуры. То есть сложная какая-то геометрическая форма, и мы ее сразу же размещаем в листе. То есть это сразу нам дает понимание, какого размера будет группа предметов, чтобы у нас не получилось, что что-то не входит или наоборот, в общем, какой-то предмет очень большой получается. Поэтому изначально такая общая форма, которая потом начинает дробиться. То есть опять же тот же принцип от общего к частному. Ну и вот такой момент там на заднем плане у нас где-то вот здесь есть какой-то стакан. Вот я не знаю, насколько целесообразно его там рисовать. Может быть, он там и не нужен. То есть, в принципе, и так здесь много предметов для такого небольшого формата. Также уже в рисунке можно сделать, скажем, какие-то акценты, где-то поставить такие тенюшки, вот, не знаю, подчеркнуть предметы. Вот. Ну и в принципе нам для такого этюдного стиля достаточно такого рисунка, то есть дальше нет смысла уточнять, то есть это уже все будет прорабатываться непосредственно в цвете. Начнем мы цвет вот с этого блестящего кофейника. Он у нас будет являться таким очень активным предметом, потому что он будет собирать на себя все отражения отовсюду. Вот. И нам, наверное, стоит начать с того, что вот эту часть прям можно взять ее и затемнить. Также смотрите, какая кисть у меня для таких работ. То есть для формата 40 на 30 где-то, вот кисть 22 размер, синтетика, то есть она довольно большая. То есть всегда лучше начинать работу большими плотными мазками. Так, и что мы для этого возьмем? То есть он какой-то такой сложновато сероватый, вот, но можно прям сразу добавить и белил, может немного охры. В общем, нам нужен такой сложный цвет. Итак, хорошо все это перемешиваем. И делаем такие первые мазки. Вот так вот. И куда-то сюда, скажем. То есть не боимся там куда-то выйти, еще что-то. Мазки должны быть максимально свободными и естественными. Также можно, скажем, ручку чуть добавить. И для какого-то уравновешивания этой ситуации, скажем, куда-то вот сюда хочется положить такой же мазок, чтобы ему была какая-то ответка. После того, как мы обозначили вот этот темный предмет, к нему мы можем найти вот этот задний фон.
Он у нас такой красивый какой-то розово-фиолетоватый. И опять же мы будем мешать его на этой базе. То есть вот из этого же цвета мы будем его вытягивать. То есть добавляем белила сюда. Чтобы цвета у нас были родственными. Также по краскам, что я использую, у нас белила титановая, кадмий желтый средний, охра светлая, охра красная, но она теплая такая у нас, то есть это какая-то специальная, я искал специально, чтобы охра красная была теплая, кадмий красный светлый, ультрамарин и умбра жженая. И уже на палитре мы можем смотреть, как один цвет будет работать с другим, именно какое-то родственное соотношение, чтобы они не были чужими друг другу. В общем, за этим тоже всегда смотрите в тот момент, когда вы работаете над построением гаммы вашей цветовой работы. Ну и, скажем, мы можем куда-то сюда мазнуть и посмотреть. Ну, в принципе, нормально. Мне кажется, он таким может быть. Ничего страшного, пусть даже если что, он будет как бы потемнее. Мы, если что, его потом поднимем оттуда. Фон мы можем раскрыть довольно локально. То есть здесь нам особо ничего не надо, поэтому мы можем прям, можно сказать, одним цветом пройтись по нему. Но все равно того количества, которое я сделал, не хватает. И я когда мешаю, я немножко подмешиваю. То есть мы смотрим по ситуации, куда нам нужен цвет вытянуть, там в теплый, в холодный, там в красный или наоборот в зеленый. Тут смотрим, у нас будет светлый предмет, как раз вот эта световая часть яблока будет приходить вот сюда на темный фон. Поэтому мы смотрим, куда нам необходимо прям подвести плотный мазок. Также у нас там за кувшином начинается затемнение, и мы можем как раз намешать этот цвет, опять же, на базе вот этого большого замеса. Можно его взять немного потеплее. То есть все равно я работаю из такой схемы, что у нас теплые тени и полутона, и холодные цвета. То есть вот что-то такое мы можем сюда взять и положить, наверное, лучше таким же путем. Вот. И если мы говорим о том, что мы пошли сейчас немного в красный, то есть у нас какие-то фиолетовые оттенки, здесь у нас находится такая кисть или гроздь винограда, которая очень является активной по цвету, и мы можем опять же ее где-то вот здесь, на этой же базе, замешать и положить этот активный цвет, потому что он дальше у нас должен проходить где-то везде, чтобы этот цвет как бы был узаконенным в нашей композиции. Вот, даже можно взять кисть почище, чтобы взять какой-то, скажем, там довольно сочный цвет. Также мы можем немного заняться вот этими яркими предметами, то есть это какие-то яблоки, они у нас такие желтые, активные, тоже как бы активные цвета мы можем сразу же заложить, чтобы они у нас были, и чтобы это был для нас какой-то определенный ориентир. Поэтому берем кадмий, берем охру. И мы сейчас будем именно работать по теням, полутонам. То есть нам нужно заложить вот как раз вот эту вот сочность цвета. Вот. Далее у нас какой-то зеленоватый предмет, соответственно, мы можем чуть синего, ультрамарина добавляем. То есть вы можете заметить то, что гамма все равно у меня такая довольно ограниченная. Но это ни в коем разе нас не ограничивает. То есть все цвета мы можем намешать спокойно. Вот. И сюда мы ставим такой зеленоватый. И также что-то такое мы можем поставить сюда вот на дальний план, потому что там тоже у нас есть какой-то предмет. Какой-то там персик или еще что-то такое. Вот. Но надо учитывать перспективу и то, что
все, что дальше, оно будет смотреться гораздо спокойнее. То есть нам нужно выстраивать вот эту картинку, выстраивать плановость, что у нас на первом плане, что на втором, чтобы зритель смотрел и у него не вызывало вопросов. Вот это, если как бы мы везде будем делать одинаково контрастно, то вся картинка будет просто выворачиваться. Ну и дальше я бы занялся большими плоскостями. То есть у нас есть большая вот эта вот плоскость какой-то голубоватой драпировки. И дальше еще более светлая, желтая. Желтая какая-то охристая. Берем белила, ультрамарин. И нам надо намешать такую голубоватую драпировку, чтобы она у нас, опять же, не вылетала из нашей цветовой гаммы. Поэтому нам нужно туда, может быть, охра добавить. Также я бы добавил туда красноватое. Это всегда хорошо сочетается с ультрамарином. И красный усложняет. Вообще, поначалу работа с такими активными цветами довольно тяжело дается, потому что очень сложно между собой сгармонизировать, скажем, там ультрамарины, какие-то охристые или желтые, там красные, зеленые. Они смотрятся открыто и, скажем, дают такой детский эффект, как будто человек красит из банки. Ну, можно попробовать вот что-то такое. И, скажем, для него мы сразу можем намешать и тень. Где-то здесь вот у нас будет линия перелома. Можно также наметить какие-то складочки здесь. Ну и в данном случае вот эти, кстати, непромесы, я их оставлю, они красиво смотрятся. То есть в этом что-то есть. И куда-то вот сюда нам нужно обязательно его тоже добавить. Там он будет проходить. Но, опять же, довольно аккуратно. Также можно добавить куда-то сюда, в ручку. Может быть, там, не знаю, сюда наверх. То есть всегда смотрите, где вы можете использовать тот или иной цвет, который у вас уже закладывается. Так, добавим еще белила. То есть краски идет прилично, когда вы пишете в такой свободной стилистике. Ну и сейчас у нас такое состояние в работе, что все довольно темно. То есть мы очень так аккуратно действуем, даже где-то чуть идем на утемнение. И вот сейчас мы дошли до такого этапа, когда мы будем как раз бить по цветам. То есть мы сейчас будем обозначать вот эту вот желтоватую драпировку, она у нас явно будет самой светлой. И потом будем бить по вот этим, значит, фруктам. Дальше здесь тарелку обозначим. В общем, сейчас начинаем вытягивать именно световые части. Чтобы желтый у нас был сложный и вписывался, нам нужно его мешать где-то на вот этом, на голубоватом замесе. То есть это тоже такой как закон контраста. Синим мы усложняем охрой и красным, желтый мы усложняем какими-то синими, черными. Усложняем в том плане, что нам нужен именно такой живописный цвет, не открытый, а именно подогнанный под нашу цветовую гамму. Вот, кадмий это очень яркий, то есть нужно, скорее всего, через охру идти. Он должен быть спокойней. Ну вот что-то такое, давайте посмотрим. И даже вот куда-то сюда мы можем сразу его поставить. Так, теперь мы переходим к дальнему плану. Там он должен у нас смотреться значительно мягче, поэтому мы берем прямо и утемняем его. Там граница будет намного спокойнее. Нам не нужен там такой контраст. Даже путем какого-то непромаза смягчаем. И здесь нам нужно сделать перелом стола, перелом драпировки. И мы делаем цвет
теплее. И следим, чтобы у нас как бы цвета все равно соответствовали некой тональности. То есть, если у нас очень светлое что-то, оно и в тени должно быть довольно легкое. Также надо не забывать про вот этот предмет на переднем плане. Это тоже какой-то фрукт интересный. И он довольно такой сочный в тенях. И поэтому я даже сейчас вот взял чистую кисточку, чтобы как раз поставить такой звонкий цвет, чтобы положить на него. Что-то вот такое там будет. И теперь мы займемся вот этими фруктами, то есть положим на них свет. Опять же, через кадмий, через охру, большими мазками. Вот, у нас сразу появляется свет, он начинает появляться. Здесь форма у нас закругляется, делаем перелом. Свет поставить вот сюда. Точно так же наверх мы делаем поспокойнее мазок. Скажем, можем бачок дернуть у этого дальнего. Также можно сделать вот у яблока, скажем, вот сюда будет попадать свет. И теперь сделаем свет на зеленоватом. Что-то какой-то лимон или лайм. Не совсем понятно. Ну, собственно, и на переднем плане немного открыто, можно чуть усложнить, чтобы он не был таким прям. Да, какая-то такая штука. И нам нужно отражение вот этих ярких предметов засунуть в этот кофейник. Но отражения будут на порядок спокойнее. Вот, то есть они уже не такие яркие, как здесь. Также они пройдут где-то и в ручке. Вот. Здесь. Может быть, где-то даже здесь. Но тут главное не переборщить, не увлекаться с этими моментами. Также сейчас такой момент, когда мы можем немного добавить графики. То есть мы сейчас работали большими мазками, большой кистью, работали с локальными плоскостями, и где-то у нас уходит рисунок, и вот сейчас мы можем как раз чуть-чуть его, скажем, поднять, где-то добавить яркости, подчеркнуть что-то, скажем, вот здесь вот на переднем плане. Какие-то акцентики такие поставить. Иначе работа будет смотреться скучновато. Ну и плюс это нам необходимо, чтобы подсобрать где-то рисунок. Скажем, здесь какой-то вот этот носик можно сделать. Сюда поставить акцентик. Сюда. Вот. Сделать вот эту вот ручку здесь. Тут главное как бы не увлекаться и не делать такую прям обводку, скажем, куда-то на край можно поставить, чтобы форма начала собираться. Сделать тень под этим лимоном или чем там, сюда тоже. Здесь надо не забыть, что у нас будет там нож лежать, но мы потом его добавим. И далее мы перейдем к тарелке. Тоже очень интересный момент. Тарелка светлая, с какой-то голубой окантовкой. И вот эта голубая окантовка, там присутствует такой прям чистый ультрамарин, и мы можем как раз сыграть на этом. То есть у нас такая очень теплая солнечная гамма, и нам нужно куда-то добавить как раз этот яркий ультрамарин, чтобы зажечь все вот это дело. Так, значит, мешаем тарелку. То есть опять же у нас белый, но нам его надо чем-то усложнить. Опять же аккуратно. И подчеркиваем фрукты. То есть у нас вот здесь именно отношение у нас тарелка здесь светлее, чем вот этот лимон.
Вот мы берем так и ставим, отрываем прямо его. Также вот здесь. И куда-то сюда можем поставить. Так, лишнее взял. И, скажем, вот здесь нам хорошо бы пропустить свет за яблоком. То есть очень важно оторвать здесь предмет от фрукта. Но делать это надо аккуратно. Вот. И сейчас как раз время сделать этот акцент. Попробовать сделать вот эту вот каемку, на которой присутствует почти открытый цвет, ну и в принципе он нам здесь и нужен. То есть он должен зажечь все то, что мы здесь сделали, зажечь эту теплую гамму. Ну и давайте попробуем вот куда-нибудь сюда мазнем. Здесь вот так вот пропустим. Вот что-нибудь такое. То есть сразу начинает цвет работать. Также, если мы вводим такой активный цвет, нам нужно его куда-то поставить. И вот сюда, скажем, он просто должен там появиться у нас. В этом месте немного получилось светловатый, поэтому нам нужно его усложнить. То есть за такими вещами надо смотреть, чтобы все равно у нас все это подчинялось определенной тональности. То есть там должен быть все равно как бы темный цвет. Может быть даже и вот этот. Далее нам надо смягчить небольшие нюансы. То есть, скажем, вот здесь можно как-то помягче сделать какие-то вещи. В общем, уже такие небольшие тонкости. Также вот этот мазок я хотел бы смягчить. Он должен там вообще очень спокойно смотреться. Также мы можем поставить свет на вот этот лайм. Куда-то сюда прям хочется оторвать форму. Да, что-то такое сделать. В общем, мы постоянно как бы сейчас бегаем по всему изображению и смотрим, что нам выдернуть на себя, а что наоборот как бы посадить. Также нам надо не забыть про вот этот нож, который лежит. То есть вот здесь нам надо усилить. А здесь наоборот ударить светом. Вот, и где-то, может быть, даже да, какой-то там бличок поставить. Также под ним будет тень. Тоже надо не забывать. И также мы можем продолжить ставить акценты. Где-то на желтом яблоке мы можем поставить такой сложный, скажем, чуть ли не голубоватый блик. Только его посветлее надо сделать. Вот сюда тоже. Можем, да, подсмягчить где-то вот эту границу, которая нам где-то просто не нужна, чтобы она была такая четкая. Сюда тоже. Блики — это такая завершающий прием, который очень важно, как вы расставите, потому что он именно формирует форму. И куда-то сюда надо тоже запустить свет. И вот хочется в край тоже поставить. Обычно с краю как раз там появляются все вот эти рефлексы на блестящих предметах. И может быть вот сюда тоже хочется запустить такой фиолетовый.
В общем, блестящий предмет на себе собирает вообще все цвета, все блики. Вот. Но они там должны смотреться чуть плотнее. В общем, надо просто за этим смотреть, именно за тональностью. Также у нас здесь есть вот эта вот гроздь винограда, она пока у нас прям таким пятном, но вот можно где-то, скажем, показать пару ягодок, но это вообще не обязательно. Просто чтобы... Также у нас где-то вот здесь тоже эта ягодка лежит. Можно тоже ее поставить. Но главное не увлекаться. То есть это все равно у нас не передний план, там все должно быть спокойно и ничего не должно как бы разрушать общую картину. Ну и на этом, мне кажется, можно так оставить. В общем, по поводу обучения пишите мне в личку Телеграма. Так я сразу же увижу и моментально вам отвечу. Вот, на данный момент у меня 2 общие группы, занимаемся мы по вечерам. В общем, начинаем с самых базовых вещей и постепенно усложняем. В общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока.